Была ли тайная комната у Хюррем? Зачем ее построили? Как мы знаем из сериала, что у Хюррем была тайная комната, где она не видела, а слушала политические разговоры Сулеймана и его визирей. Зачем? Хюррем необходимо было быть в курсе всех событий, чтобы понимать, какие меры предпринимать для своих сыновей, а также следить, какой визирь был на стороне Мустафы. Тайная комната появилась в 4-м сезоне сериала. Она представляла собой проход в стене, а точнее эту комнату сделали в каменной стене, собрание дивана там было не видно, но хорошо слышно. Прорубив тихо такую комнату невозможно. Как мы знаем, что Сулейман был часто в походах, и Хюррем, возможно, в его отсутствие затеяла строительство данной комнаты. Строительство шло в отдаленном углу дворца, поэтому в гареме никто не знал о строительстве. Хюррем после смерти Мехмеда очень боялась потерять еще раз своего ребенка, поэтому, как я выше упомянула, она хотела знать все о своих врагах. В сериале мы видим, что Хюррем не всегда и не все знала про политические дела султана, и он редко с ней об этом делился. Я не согласна. Как мне кажется, прочитав много книг про историю времени правления султана Сулеймана, данной комнаты не было. И это всего лишь выдумка режиссеров, так как Хюррем активно участвовала в политических делах своего мужа. Да и гарема уже тогда не было. Сулейман его распустил. Он всегда советовался с Хюррем, и она часто вела переписку с политическими деятелями, послами и так далее. Тем более ее письма сохранились до наших дней. Смысла в данной комнате просто не было. А как вы думаете? Делитесь в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забываем нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Теперь я один в этом мире. Я больше ни на кого и никогда положиться не смогу. Но во дворце все время происходит столько предательств, что мне непонятно, во что верить и кому. Я все это делала только лишь для твоего блага, Сулейман. Поверь. Как я могу тебе верить после всего этого? Сулейман, я делала это только ради тебя и детей, я клянусь. Ты можешь